в следующей остановке выходим. Называется полиграфия. И выключаем нашу камеру. Дорогие друзья, вот я вышел из автобуса и посмотрел по приложению, что у меня еще есть 11 минут, и решил вам снять остановку полиграфия. Кстати, сейчас я разверну камеру и буду рассказывать. Вот остановка полиграфия. Ну, по-русски полиграфия, здесь говорят полиграфия. Здесь очень хорошее приложение Варне для городского транспорта. Просто капец. Называется бус Варна. И что интересно, что оно очень информативное. И все маршруты выписаны крупным шрифтом, крупными цифрами. И есть тонкости. Если нажать на опции, там тут 3 точки, как всегда в андроиде, вы знаете, то появляется под меню и написано «Показать линию всего маршрута». И вы видите, куда вас может отвести тот или иной маршрут, если вы не очень хорошо знакомы с городским транспортом Варны, в частности. Очень удобно, где можно пересесть. И Google карты, кстати, вот маршрут на Google картах хорошо подвязан с варнинским транспортом, кстати. И вы, когда задаете вот место, куда вам надо, то кнопочка «Проложить маршрут». И там есть пешком, на автомобиле легковом или на общественном транспорте. Если нажать «Общественный транспорт», то выходит сразу все варианты, как добраться, если до вашего места необходимы одна или более пересадок. Он показывает, какие маршруты и примерное время, связанное с графиком, с трафиком варнинских автобусов, троллейбусов, показывает примерное, почти точное время прибытия в конечный пункт назначения, учитывая расписание. Вот что интересно, очень удобно, учитывая расписание транспорта. То есть он подвязывает расписание одного маршрута и второго, а если надо, там третьего. Но больше 3 пересадок, как правило, то есть 2 не бывает. Ну и очень удобно. Вот остановка полиграфия. Что в Варне очень радует, вот эти вот еще с советских времен постройки, видите, вот эти пятиэтажные дома. Кто-то скажет, что они безликие, но мне не нравятся, потому что они простые, в них есть душа. И все первые этажи в Варне заняты магазинами всякими, кафешками, фирмами. Вот напротив нас Медима, это спецодежда. Хихови, я уже знаю, лет 20. Он так и не меняется, этот магазин, там сантехника, товар, ну такая вот интерьерные дела. Хороший, красивый магазин, вывеска та же, экстерьер тот же самый. И вот рядом рыболовные дела, вот там видна надувная лодка, и там уже всяческие снасти для рыболовов, ну и, может быть, дайвинга. А здесь за нашей спиной, метрах 10, тоже магазин по дайвингу. Ну, морской город здесь, это в порядке вещей, такие магазины рыболовные, плавательные принадлежности и для подводной охоты и подводных путешествий. Вот как. Вот вам остановка полиграфия во всей красе. Или полиграфия, кому как удобно. До новых встреч, дорогие друзья. Приятного вам дня. Любите друг друга, уважайте друг друга, делайте добрые дела всегда, когда это возможно, а это возможно всегда. Радуйтесь жизни и всему тому, что вас окружает, что дано Господом Богом нам в радость. Вот 13-й автобус, он нам не нужен. Электрический Тонг-Чонг. А еще есть Golden Dragon. Golden Dragon, дракон, мне больше. Джонг-Тонг. Golden Dragon, дракон, мне больше нравится. Он как-то по дизайну чуть-чуть лучше. И как-то мне показалось по ходовым качествам. Может быть, он просто новее. Сам автобус с меньшим пробегом, не знаю.
Ну, еще Салариусы здесь есть в основном. Ну все, дорогие друзья, до новых встреч. Добрый день, дорогие друзья. Привет из Варны. Как вы меня просили, Эдуард, сядете на кофе.